посреди вот этого Сиамского залива на огромной платформе спускаю в скважину то, что будет поднимать нефть. Были такие моменты, когда прям было жестко тяжело, ты сидела на буровой и думала, вообще нафиг я все это затеяла? Вот так вот тряслись руки. У них полувоенное положение. Пришла первая зарплата моя, вот так, я обалдела. Слушай, когда ты на вахте, ты в основном носишь комбез. А он не убивает твою сексуальность? Я просто так на себя смотрю, я понимаю, что я вся в нефти. Друзья, добрый день! С вами Аня. Это канал ВэкТок и рубрика «Женщины в нефтянке». Сегодня у нас в гостях полевой инженер Софья Петрова. Софья, привет! Привет, всем привет! Сегодня мы поговорим, почему же поле — это бесценный опыт в карьере нефтяника или нефтянки. С какими трудностями придется столкнуться женщине, работая на буровых в Таиланде и Эмиратах, и как совмещать вахты с личной жизнью. Соня, скажи нам, откуда ты и где училась? Я окончила РГУ нефти и газа, факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, и сразу после окончания университета я устроилась в компанию Schlumberger. Мне посчастливилось получить сразу международный контракт, и я начала свою работу в Таиланде. В Таиланде я еще успела поработать в Индии. И сейчас вот я уже вернулась в Россию и буду покорять Сибирь. Супер! Звучит как очередной вызов. Скажи, ты сказала, что ты закончила Буклинский университет. Почему изначально вообще выбор пал на нефтяной университет? Еще и факультет разработки. Ты вообще знала, что он самый мужской? Как водится, да. Я вообще из Подмосковья, то есть я никогда не видела из окна нефтяную вышку, но мне почему-то всегда хотелось. И я, наверное, вообще ни дня не пожалела, что я все-таки подала туда документы и поступила. А с разработкой было, я пришла, помню, как сейчас, в приемную комиссию. Там, знаешь, да, где столики стояли, и сверху таблички с названиями факультетов. Я увидела, там есть слова нефти и газа, и подумала, так, это 100% флагман. Я пойду. Всего на потоке было не больше 30 девочек, при том, что мальчиков человек 200. Ну, то есть, да. Есть начинала. Меня не напугало, но меня пытались напугать. Нам постоянно с первого дня учебы говорили, что куда вы пришли учиться. Ну это же не женская специальность. Ты представляешь, это же месторождение поля, то есть это и говорили одногруппники, некоторые преподаватели, то есть, да. Я думаю, они испытывали тебя. Часто меня мотивировал, как, знаешь, спортивный интерес, что я все равно пойду. Был еще у меня такой момент, который я поймала себя на мысли, когда собирала насос на платформе. И там команда очень была классная, клиенты, и они меня поддерживали, они восхищались. Для них вот то, что девчонка может там своими руками что-то собрать. Они прям стояли и наблюдали, такие восхищались вместо того, чтобы работать. Я просто стою и думаю, обалдеть, действительно, я посреди вот этого Сиамского залива на огромной платформе спускаю в скважину то, что будет поднимать нефть с глубины, не помню, там, по-моему, 4000 метров. Это же уму непостижимо. Ну все, задачи, что рассказать внукам и детям, я определенно справилась. Вот, поэтому, мне кажется, ради таких ощущений, вот этого чувства эйфории, стоит идти в нефтянку. И расскажи, как ты узнала о компании Schlumberger? Почему твой выбор пал на эту компанию? Был день компании Schlumberger в нашем университете. Мне очень понравилась их презентация. Мне понравилось, потому что они вот как раз популяризируют то, что им нужны женщины. Будете работать со всеми наравне. И мне как-то в российских реалиях казалось это вообще невозможно. Я думаю, раз они об этом заявляют, наверное, так оно и есть, стоит попробовать. Мой шаг был, что меня отправили в тренинговый центр в Абу-Даби. То есть я 2 месяца сначала отучилась. И я до сих пор помню, как инструктор очень смеялся, когда у меня вот так вот тряслись руки. Оказалось, что это же все так важно, это так все сложно, а смогу ли я? У меня не было такой уверенности, мне прям натурально тряслись руки. Он так сразу говорит: Соня, у тебя еще этих насосов в жизни будешь, не поверишь. Я такая, ну это же первый. На каком насосе ты почувствовала уверенность? Наверное, спустя полгода, спустя полгода, чтобы не соврать, меня стали иногда оставлять одну. То есть до этого я на монтаже всегда была с кем-то, а тут, честно, оставили меня не потому, что не было людей. Сказали, что надо ехать. Я такая, нам так надо.
И я встала, и хоть внутри у меня было какое-то, что как я первый раз одна, но я удивилась, насколько я так уже все машинально, все правильно, уверенно сделала. Когда ты это делаешь действительно сам, и когда ты понимаешь, что ты смог это сделать, и все хорошо, установка не упала на забой, ты, конечно, прям это на новый уровень какой-то выносит. Вот ты попала в компанию. Твоя первая вахта. Какие эмоции испытывала? Тебе было страшно? Очень страшно, потому что помимо того, что это первая серьезная моя работа, прям по специальности, это еще и другая страна, это еще абсолютно незнакомый для меня менталитет. Я до этого вообще никогда в Таиланде не была. Тайцы очень... Так можно уже говорить, я же уже не хворю. Они достаточно ленивые, они не такие проактивные. И для тайцев русские, они говорили, вы очень агрессивные. Вот вы в работе такие, то есть они мягенькие, они такие вот. То есть для них русские прям варвары. Я была единственная девушка, еще и европейка. И, конечно, когда мы работали в глухой деревне там, в Таиланде... Наверное, голову это сворачивали. Я не палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, я вообще, то есть я была очень рада, почему попасть в Таиланд, что я действительно работала и делала все, то есть меня никто не жалел, меня никто не ограничивал, пожалуйста, вот, делай все вместе с нами. Но мне никто и не помогал, потому что они говорили, что, Соня, ты себя видела в 2 раза больше, чем мы. Нам нужна поддержка. Что входит в обязанности полевого инженера? Да, если доступным языком объяснить, то есть у нас представлен нефтяной коллектор, и, допустим, у нас не хватает природной энергии пласта, чтобы поднять нефть на поверхность. Вот у меня все друзья, кто вне нефтянки, у них принято думать, что насосы тут качалки, да, то есть это штанговые. А у меня как раз бесштанговый тип, это погружные электроцентробежные насосы, которые мы спускаем в скважину как раз на НХТ. Собираю, подбираю, в общем, забочусь о них в полной программе. Работа. Мои детки. Да, я серьезно, я иногда отношусь как к ребенку, очень так заботой. Вот. Было желание все бросить. Были такие моменты, когда прям было жестко тяжело, ты сидела на буровой и думала вообще, нафиг я все это затеяла. Один раз я приехала на платформу, и там был прям шторм. То есть был ливень, я такого никогда в жизни не видела, он прям ведрами как будто на тебя сверху выливали. Вот. И я помню, я сижу, промокшая, я не знаю, как это описать, у меня полные ботинки воды, я вся мокрая, даже плохо видно. То есть вот видимость даже плохая из-за того, что он стоит стеной. Прохладно, даже несмотря на то, что в Таиланде, да, все равно. Но ветром обдувается. Да, хотя на платформе там каждый час это очень большие деньги. Вот, и простое — это самое страшное, что вообще может случиться, то есть мы пытались работать даже в таких условиях, и, конечно, у меня там уже просто тряслись руки, и вот в тот момент я думала, что я тут делаю? Вот как меня вообще угораздило? Это очень серьезно. На платформе очень большое давление еще на тебя. То есть над тобой практически вот так вот нависают и смотрят, как ты работаешь. И вот, в общем, в тот момент, да, мне было тяжело. Вот, но потом как-то я выспалась, отдохнула и снова полюбила свою работу. Самый безбашенный поступок. Не самое приятное, но самое яркое определенно, это была вот работа в Индии. Потому что у меня настолько был шок, я туда поехала, мы работали в штате на границе с Пакистаном, у них полувоенное положение. И мы туда приехали, и я ужаснулась от того, вот это вот такая настоящая Индия. Да, то есть вот как... У тебя был телохранитель? Мне не разрешали ребята выходить одной. Я попросила коллегу Импульса высоко на холм подняться, и оттуда был красивый панорама, да, на город. И получается, все местные, я замечала, что смотрят на меня абсолютно все. Вот просто ты поворачиваешь голову и видишь, что к тебе прикованы все взгляды. А после этого, когда мы уже остановились, ко мне стали подходить и просить сфотографироваться. Прям целыми семьями, с детьми, а можно вот с этим ребенком, с этим ребенком. И я, с одной стороны, как-то я сначала доброжелательно на это отреагировала, ладно, с меня не убудет, да, если я сфотографируюсь. В этот момент мне стало очень некомфортно, потому что они пытались меня еще потрогать, из-за того, что я белокожая, да, там иностранка. Это было очень неприятно, то есть я так
И просто благодаря тому, что я была хотя бы не одна, а вот со своим коллегой, он там на них как-то на своем языке, в общем, их отогнал так достаточно грубо, и мы быстро-быстро пошли обратно в отель. После этого я не выходила. То есть я передвигалась только отель, поле, отель, все. На этом мои экскурсии закончились. В поле относились уважительно. То есть ко мне там никто, не дай бог, не притрагивался, ничего не говорил. В общем, все прошло хорошо. Единственное, заставляли есть руками. Есть видео, где я сижу просто вот так вот, как-то там в полускрючившемся состоянии и руками ем этот рис с карри. Ну, а что делать? Ну, я понимаю, ну, такие условия, люди так живут, там нельзя проявлять свой характер, где не надо. И так работа тяжелая, всем тяжело, поэтому я старалась такая, ладно, адаптироваться. Сталкивались с какими-то вот стереотипами на работе, да, что женщине не место и так далее? Был момент, когда вот я проработала в Таиланде, ни разу не видела женщину в поле, кроме себя. И однажды я увидела девушку в костюме, она была в ковероле клиента, оператор, и я такая, вот же девушка. И тут я понимаю, что она, как это, техничка, да, получается, то есть она помогает поддерживать чистоту. Ну, и они смеялись, да, что я думала, что она инженер, она оказалась просто помощницей. И, получается, они рассмеялись и сказали мне, вот, это действительно то, чем должны заниматься женщины в полях. А не только... Полы мыть? Ну, да, полы мыть, там, тарелки мыть, еду приносить, а не то, что ты тут у нас приехала. Это, то есть было... Они думают, что это юмор. Меня, конечно, я очень серьезно отношусь к таким вещам. И я всегда говорю, что про харассмент репорты что-нибудь слышали. То есть я их всегда тоже припугивала, что, ребята, мы тут с вами в одной тарелке, да, и вы видите, что я работаю с вами, и мне также тяжело, поэтому давайте проявлять уважение друг к другу. Как поставить женщине себя так в коллективе, чтобы ее изначально уважали? Мне кажется, просто нельзя делать акцент на том, что ты девочка, надо, в первую очередь, я всегда говорила, я инженер. В первую очередь расценивайте меня, пожалуйста, как инженера. Какие-то ваши там личные ко мне отношения, к моему характеру, к моему полу, там, к внешности, что угодно, это мы можем с вами обсуждать за пределами места рождения. Пожалуйста, свободно. Здесь, действительно, это же очень ответственная работа. И если мы еще будем вот на такие вещи отвлекаться, мне кажется, мы навредим и себе, и клиенту, и вообще всему происходящему. Все равно физически понятно, я что-то не могла сделать. Я там не могла поднять, и они как-то всегда так усмехались, что вот, мол, там не можешь вот эту тяжесть поднять. Ну, все с тобой понятно, да, то есть у них есть такое. Вот, и меня, конечно, немножко кипело, но я такая, спокойно, все хорошо, значит, правда, на твоей стороне все нормально. Это не ломало мой дух вообще никогда, то есть я была уверена еще с университета, что я буду работать в поле. Я честно не помню, кто. Вот, еще на первых курсах нам какой-то из профессоров-преподавателей сказал, что, ребят, чтобы быть хорошим специалистом в любой отрасли, надо ее пройти с самого начала. То есть нельзя пропустить несколько шагов и прийти вот куда-то сесть, да, и при этом считаться хорошим специалистом. Поэтому рассчитывайте на то, что вам надо начать вот прям с полей. Как в России, там, однокурсники — это операторы, например, ДНК были, да, а в Шлюмберже это вот стажер, полевой стажер, да, инженер. И я как-то себя настраивала много лет на это. То есть для меня это не было каким-то шоком, что ой, как я буду... Я специально ездила на практике. Надо мной даже один преподаватель очень смеялся, когда я поехала после 3-го курса в Нягань на практику за свой счет. Очень хотелось понять, куда ли я вообще двигаюсь. Потому что одно дело, ты сидишь в учебнике, да, читаешь или на парах, хотела столкнуться в реальности вот с этой обстановкой, с тем, чем ты вообще, на что ты учишься. Вот. И я прям очень просила, отправьте меня, конечно, тогда меня в поле прям свозили как-то на такую экскурсию, просто так, это сайт. Ты не разочаровалась? Нет, мне очень понравилось, все так выглядело таким вот, прям эти масштабы, да, то есть это производство, тем более месторождение там достаточно большое, то есть было на что посмотреть. Причастность к чему-то глобальному, да, весомому.
это серьезно, что ты чувствуешь, что занимаешься действительно стоящим делом. Первый курс магистратуры я поехала на практику в Оренбург, меня опять хотели, девочка, давай мы тебя посадим, там, поможешь нам там, архивы разобрать или с бумагами, что-то. Я такая, я к вам 3,5 дня в плацкарте ехала. Не чтобы посидеть в офисе. Давайте договоримся, что вы меня отправите в поле. И, честно, мне просто тогда помогли, что они правда звонили, отправьте ее в поле, пожалуйста, она нам уже всю плешь проела, пожалуйста, организуйте повестку. И я когда с одним лицом проходила, чтобы меня устроили, одна женщина посмеялась, говорит, у нас первая женщина-оператор в истории компании. Как ты своим родным рассказываешь? Вот я сижу посередине Сиамского залива, монтирую насос, который пойдет там на суперглубину. Как это происходит? У меня мама вообще в шоке. Она хотела, чтобы я пошла в институт печати. Вот. Она, ладно, она думала, пронесет, не пойду я работать. Когда я еще на работу устроилась, я еще... Что меня? Да, она мне говорит, Соня, в кого ты у нас такая? У нас же все нормальные. А ты нефтяник, да? А ты нефтяник, что с тобой не так, да? А папа очень гордится, прям, мама тоже гордится, но мама, у нее какое-то все равно переживание, а папа, он обожает, он все раз говорит, у меня дочь на платформе, там, спускает установки, там, работает одна девочка среди тайцев, он прям обожает это всем рассказывать, да. Сколько ты зарабатываешь? Ой. Хорошо, давай спрошу так. Больше 200 тысяч рублей в месяц? Сейчас немножко поменялась ситуация. Когда я работала как international, да. Вот. И, конечно, у меня был шок, если можно такое рассказать, когда я приехала в Таиланд, но пока меня там оформляли, понятно, что еще надо было время работать, что зарплаты никакой не было. И у меня, я помню, в какой-то день остались деньги на один обед. Очень надеюсь, что сегодня придет зарплата. То есть я знала, что она должна. И когда мне пришла первая зарплата, моя вот эта, я обалдела. Я когда эту цифру увидела, я такая, интересно. Сколько тут нулей? Да, то есть это будет очень. Мне кажется, для любого человека, да, конечно. Я считаю, то есть изначально я думала, как уже так, почему так много. Но потом я, конечно, поняла, за что. Да, за что? Это вот за все эти решения, за то, что ты далеко от дома, за то, что у тебя не хватает времени на твою... Даже не то, что личную жизнь, а в плане отношений, тебе просто не хватает времени на твои хобби. Хоть я жуткая транжира, но я поняла, что сейчас надо подойти с умом, надо откладывать на квартиру, на свое жилье. Поэтому я основную часть сейчас откладываю и надеюсь, что тут в скором времени буду уже покупать жилье. Ну а так, самый такой... подарок приятный, который я себе сделала. Я на день рождения попросила 5 дней отпуска и полетела на Бали. То есть я себе сделала подарок, поездку на... конечно, для меня это было вау. То есть я бы такого раньше себе позволить не смогла. Вот. В России я буду получать меньше, но из-за того, что я уже все-таки не первый день как-то работаю, меня, в принципе, условия тоже устроили. Слушай, когда ты на вахте, ты в основном носишь комбез, правильно? Оранжевый, синий. Он не убивает твою сексуальность? Как ты себя в нем ощущаешь? У меня были моменты, мы там делали монтаж на такой вышке, она называется «Снайпинг Юни». И я с нее спустилась, я просто так на себя смотрю, я понимаю, что я вся в нефти, грязная, у меня ужасно уставшее лицо, волосы там как-то спутаны, я там каску не могла снять, потому что волосы как-то... в общем, это был... Они же, испачканы, в общем, это был кошмар. И я смотрю на свои ногти, вот сейчас у меня маникюр, да, а там просто черные ногти, которые надо отрывать несколько дней. И, конечно, в этот момент мне хотелось плакать. Поэтому отрывалась на свободной вахте, да, и вот. Да, отрывалась, я приезжала, я сразу в платье, все, мы там шли с молодым человеком куда-то гулять. Да, этого не хватает, конечно. И я привыкла. То есть я такая, ничего, зато два выбора есть. Выбор есть всегда. Давай напоследок одну мотивирующую фразу для людей, которые хотят присоединиться к Нефтянке. Я хочу вам пожелать ничего не бояться. Если вы действительно хотите видеть это своей целью, двигайтесь и, правда, никого не слушайте, потому что, возможно, все. Вот, и девушкам, и вы, правда, пытайтесь. Если вы действительно этого хотите, мне кажется, вы не разочаруетесь, потому что очень важно жить по мечте и следовать ей. Круто.
Спасибо, Софья. На мой взгляд, реально все нефтяники, вне зависимости от пола, это сильные духом личности, очень жизнерадостные, что ты нам только что и доказала. А девушкам, которые сомневаются, хочется сказать: просто отбросьте все сомнения, стереотипы и идите навстречу своей мечте. И будете вознаграждены. Если у вас остались какие-то вопросы ко мне или к Софье, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Мы ответим на каждый из них. Также будем благодарны за лайки, потому что это единственный способ поддержать наш канал. Спасибо, что были с нами, и до следующих выпусков. Пока-пока. Пока.